Говоря о недопустимости антисемитизма в России, ничего не хочет она заявить о недопустимости антиславянизма в России. Издать, наконец, закон, защищающий права русских от расовой и религиозной дискриминации. Сегодняшним мальчишкам в Петербурге что им сказать, когда у них нет денег на кроссовки? Не могут играть в футбол, не могут поехать отдыхать. Как им сказать, что это будущее наше будет хорошее? Сегодня относись хорошо к евреям, потому что это будущие твои начальники. Как это все сказать? Как только развалился СССР, Мышиах пришел и к советским евреям из Америки. Из Америки принес он освобождение еврейскому народу. И в 18 году и началась история наказания Украины. У русских можно забирать имущество, русских можно бить, русских можно унижать, русских можно насиловать. Нигде нет официального запрета на убийство русских. Поэтому, если нужно, русских можно убивать, и за это почти нет никогда никакого наказания. Можно чуть-чуть щемить цыган. То есть было сказано, и все это знали, каждый в голове подкорке было, что вот есть русские и цыгане, с ними можно делать все, что угодно. Почему же многие иудеи, так и не ставшие евреями советскими, русскими, вынуждены были заниматься партизанщиной в СССР и скрываться в советском подполье? 10 ноября 1975 года на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой дискриминации». Резолюция ставила Израиль в ряд с такими государствами, как Южная Африка и Родезия, практикующими апартеид. Эти государства практиковали принудительное разделение людей на расы, вели официальную политику расовой сегрегации и были всемирно осуждены. Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН постановляла, что сионизм – это форма расизма и расовой дискриминации. Аналогичные резолюции были приняты различными специализированными учреждениями ООН. Резолюция, о которой сегодня забыли, которая просуществовала 16 лет и которая, как я полагаю, помешала на пути к шаббату тысячелетия. Поэтому СССР нужно было валить. Его развалили вышедшие из подполья такие, как Михаил Членов, Анатолий Чубайс, который благополучно уехал и живет в Израиле в преддверии шаббата тысячелетия. Получил там новую должность, стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований при Тель-Авивском университете, который будет, я уверена и полагаю, работать не на Россию. Международный сионизм в 1975 году осудили представители всех социалистических стран, включая СССР. Представитель СССР подчеркнул, что сионизм является формой расизма, а представитель Кубы указал, что сионизм оккупировал арабские территории в 1967 году и препятствует осуществлению основных прав коренного населения. То есть то, что сейчас происходит в Палестине, уже было в истории Израиля. Но тогда был сдерживающий фактор – СССР и страны соцлагеря. С выходом же этой резолюции США блокировала все всемирные конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, организованные ООН в 1978 году и в 1983 годах. Все конференции, бойкотировавшие Израиль и Южную Африку, на которых со стороны африканских, арабских и социалистических стран звучали обвинения Израиля
в расовой дискриминации арабского населения. Сегодня же в российских СМИ принято критиковать США. Израиль сдержанно осуждать, но не критиковать его официальную политику расовой сегрегации. Тогда возникает вопрос, а дипломат Валентина Матвиенко, герой труда и мать мира, воспитанная видным советским деятелем, международником Примаковым, не знает этого постановления Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой дискриминации», каждый раз заявляя, как она любит и ценит Израиль? Говоря о недопустимости антисемитизма в России, ничего не хочет она заявить о недопустимости антиславянизма в России, издать, наконец, закон, защищающий права русских от расовой и религиозной дискриминации. Сегодняшним мальчишкам в Петербурге, что им сказать, когда у них нет денег на кроссовки? Не могут играть в футбол, не могут поехать отдыхать. Как им сказать, что это будущее наше будет хорошее? Сегодня относись хорошо к евреям, потому что это будущие твои начальники. Как это все сказать? А эта дискриминация сегодня есть, и русские люди это остро ощущают. Чтобы завуалировать эту дискриминацию, после развала СССР в 1991 году при Ельцине, который, помните, публично благословлял Америку, русским был навязан формат именно Никоновской церкви. Именно в таком формате стали возрождать православие. В Никоновской церкви русские оказались не дочерьми и сыновьями Божьими, как учат в иудаизме, а рабами Божьими. Это очень тонкий, изощренный момент религиозной дискриминации – оказаться рабами у чужого Бога. И это мое сугубо личное мнение. Вы можете с ним соглашаться или нет. Но ведь если Бог один, как нам утверждают, то все мы для Бога должны быть Его детьми. Сегрегация по религиозному признаку налицо. У Бога есть дети в иудаизме и есть рабы в христианстве. Однажды Никоновская церковь уже привела русский народ к духовному закабалению и крепостному праву на Руси. А ничего не хочет рассказать нам дипломат Валентина Матвиенко, воспитанная Примаковым, об изощренном геноциде украинского славянского народа после развала СССР на территории Украины, который сегодня не видит только слепой. Полагаю, что именно принятая ООН резолюция заставила в последние 10 лет США и Израиль с такой маниакальной настойчивостью разыгрывать карту антисемитизма, как прикрытие политики оккупации и принудительного разделения людей на расы. В 2015 году в Палате представителей США на уровне подкомитета по глобальным правам человека получил одобрение законопроект конгрессмена Криса Смита, усиливающий деятельность США в сфере защиты продвижения религиозной свободы во всем мире. Смит заявил, что безопасность евреев в Европе впервые со времен Холокоста приобретает первостепенное значение. Поэтому неудивительно, что на Киевском еврейском форуме в сентябре 2020 года спецпредставитель США по вопросам антисемитизма Эллен Карр приводил данные исследования авторитетной международной компании Pew Вашингтон, что на Украине к евреям положительно относится 83% населения. Как только развалился СССР, Машиах пришел и к советским евреям из Америки. Из Америки принес он освобождение еврейскому народу. И он, любавический ребе, король Машиах Менахем Мендел Шнейрсон. Считается, что Машиах, хоть и не раскрыт, но присутствует в каждом поколении евреев и обладает несколькими признаками. Он праведник, духовный лидер поколения и потомок Давида, то есть представитель династии царей Израиля.
как говорят еврейские законоучители. Иисус, кстати, не потомок Давида. Ребби Шнейрсон был духовным наставником сотен тысяч евреев. Многие из его последователей стали воспринимать его как возможного освободителя. 14 апреля 1992 года принято раввинское постановление о том, что Любавический ребби официально считается потенциальным Машиахом. Считается, что усилиями этого феноменального еврейского духовного лидера XX века, построившего империю Хаббат, началось духовное пробуждение евреев. Степень преклонения перед ребби королем Машиахом Шнейрсоном любавичевских хасидов была исключительной даже в истории хасидизма. Влияние Шнейрсона вышло далеко за пределы движения Хаббат и ортодоксального еврейства. בכל מקום בגלובוס, תמיד הם שם בפוקוס, שלוחי חב"ד הנאמנים. באהבה עם כוח, עובדים ללא מנוח, עושים אין ספור לילות קיימים. להאיר את הנשמה, בכל שביל, בכל פינה, להשלים פה משימה. We want משיח עכשיו, זועק בכל מקום, הרבי הגדול. We want משיח עכשיו, כן גם אתה יכול, קטן ועד גדול. We want משיח עכשיו. הרבי כאילו ברבי שמה. We want משיח עכשיו. הפיץ סגרות הקודש, הבדיל בינו לחושך, לכל אדם יש תמיד תשובה. מסרו את הנפש, כל יהודי הוא נכס, באמונה יש את התקווה. בשלמות ארץ ישראל, באחדות נביא גואל, סוף גלות כי במועד. We want משיח עכשיו, זועק בכל מקום, הרבי הגדול. We want משיח עכשיו, כן גם אתה יכול, קטן ועד גדול. We want משיח עכשיו. Жил ребби Шнейрсон в Екатеринославле, ныне Днепропетровск. Именно поэтому Днепропетровску отведена особая миссия в проекте «Израиль 2.0». Умер в эмиграции в США в 1992 году. Его могила в Нью-Йорке – место массового паломничества. С освобождением еврейского народа началось планирование новых, более благодатных территорий и построение нового иерархического общества, где славянам на Украине отводилась особая роль. Давайте возьмем современные вооруженные силы Украины, ВСУ. На 90% они укомплектованы украинскими хохлами. Ввиду того, что я каждые 3 месяца бываю в АТО на передовой, и послезавтра снова туда еду, в частности, одно из мест – это северная столица АТО, Северодонецк,
и дальше на юго-восток в сторону Счастья или со стороны Мариуполя, то я хочу сказать, сегодня в окопах 90% это украинские хохлы. Оставшиеся 10% какая-то часть бандеровских хохлов. И, конечно, там нет еврейских хохлов. И это не хорошо, это неплохо, это просто факт. Я не хочу ничего скрывать или приукрашивать картинку. Так вот, предназначение украинских хохлов или украинских украинцев – это воевать с русскими, как показывает комплектация вооруженных сил Украины. Предназначение бандеровских хохлов, которые будут жить в Западной Республике Украина, или как сейчас это принято называть, Бандерштат, это строить свою Бандеровскую республику и ездить на работу в Европу. Кроме того, Совет Благоволителей Небесного Иерусалима понимает, что как только от Бандерштата будут оторваны территории Центральной Республики Украины и Северной Республики Украины, Бандерштат ждет мгновенное ополячивание и окончание существования как самостоятельной независимой единицы. Сегодня бандеровские украинцы живут только за счет того, что они могут эксплуатировать, нагибать и всячески хозяйничать, так скажем, за счет украинских хохлов, ввиду того, что у тех нет своей проектности. И поскольку у украинских хохлов, другими словами, у славян, нет своей проектности, то именно они воюют сегодня с русскими. Именно они гибнут и калечатся на этой войне. Именно от них, некошерных, очищается Украина, бывшая древнерусская земля. Сегодня в Николаеве ДТП попал грузовик, который вез в Одессу 2,5 тонны замороженных мертвых собак. Вдумайтесь, мертвых собак. Кому и как и с какой целью был предназначен этот специфический груз, неизвестно. Это было сообщение в 11:20 утра. Позже следователи в ходе событий выяснили. 2,5 тонны убитых собак, замороженных, перерабатывали на мясо, распределяли по консервам и отправляли на фронт для солдат ВСУ. Выше вы можете увидеть это сообщение. Я переведу на русский язык. Внимание Верховного Главнокомандующего и председателя СНБО. Хотя не удивлюсь, что они уже давно в курсе. Живодеры через фирмы прокладки наладили поставку сырья для колбас и консерв, которые могут в дальнейшем поставляться в расположение ВСУ. Информация о специфическом мясе, из которого производятся продукты питания по линии ВСУ, давно уже гуляла в сети, но вот наконец-то появилось первое непрямое подтверждение этой информации. Более 2,5 тонн замороженных собачьих тушек перевозил грузовик, который попал в ДТП в центре Николаева. В сопровождающих документах пунктом назначения была Одесса. По имеющей информации эту тему пытаются замять люди с большими погонами по линии Генеральной прокуратуры и Министерства обороны. В одном из интервью бывший солдат ВСУ рассказал, что они долго сидели голодными. Украинская армия их просто не кормила. И он наладил поставки продовольствия через Одесский благотворительный фонд. Так вот, не через Одесский ли благотворительный фонд и кормили бойцов ВСУ той самой продукции, которую нашли недавно. Что скажете? Это дно? Нет. Ведь это животные. У них нет богоизбранной души. Они могут есть и некошерное. תעלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא להשאיר מהם זכר,
לא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות האלה. We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas. It's all closed. We're fighting animals and are acting accordingly. Вот что ждет тех, у кого нет своей проектности. Ну а еврейские хохлы продолжают проектировать свой небесный Иерусалим. 29 августа 2024 года, пишет РИА Новости, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Зеленскому, в том числе для обсуждения вопросов, связанных с ежегодным паломничеством израильтян в украинский город Умань, где расположена могила раввина Нахмана из Братслава, накануне нового еврейского Нового года, который отпразднуют 2-4 октября 2024 года. Хочу обратить ваше внимание, что получается интересный треугольник в составе Одесса, Новый Иерусалим и Умань, к которым в дальнейшем, после 1949 года, может прибавиться Харьков, Киев, и после 60-го года, чтобы замкнуть Маген-Давид, звезду Давида, шестиугольную, после 60-го года к ним, возможно, прибавится Симферополь. Вот в целом по карте все. Я надеюсь, что я вполне доходчиво и доступно все это объяснил. 6 лет назад Игорь Беркут рассказал и доходчиво объяснил новый готовящийся проект Небесного Иерусалима. Многие тогда сочли это за блеф, но сегодня СВО и ситуация на фронте уже переломилась. На стороне России воюет ракетный комплекс «Искандер-М», распознает и уничтожает американские реактивные системы залпового огня, спасая нашим солдатам жизни. Наконец-то прозревают и украинские военные, отказываясь воевать с россиянами и открывать по ним огонь. У украинской армии иссякают человеческие ресурсы, потому что украинские хохлы многое поняли и не хотят больше быть пушечным мясом на фоне хохлов еврейских, которые сидят в соцсетях и только и поддают жарку для разогрева, чтобы больше бычились славяне с украинской стороны. Сегодня российская армия на Украине забирает одну область за другой, стирая старые границы Украины. И уже очевидно, что Россия на пороге новых переговоров. Через месяц, полгода, год, но они неизбежно произойдут. Так какими будут эти переговоры? Кто будет на них в этот раз с российской стороны? Абрамович, Слуцкий, Мединский. И каким будет это новое деление Украины, которое к 2029 году должна оформиться и войти уже в новых своих границах? Об этом мы порассуждаем в ближайших наших выпусках. Хочу лишь сказать, что сегодняшняя трагическая история с Украиной – это урок для России того, как двухвековая тихая оккупация и сожительство на земле коренного населения в конечном итоге приводит к моменту X, когда одна половина ассимилировавшегося населения начинает прогибать другую, превращая его в скот. И когда этот скот оказывает сопротивление, как в Умане, например, его начинают утилизировать. Да, от ассимиляции страдают сегодня многие страны. Например, Франция. На ней так сказалась ассимиляция, что на открытии Олимпиады в Париже она разродилась скандальной пародией трансвеститов на тайную вечерю.
Нам рассказали, что французы опорочили то, что для нас дорого и свято. Но французы ничего не опорочили. На Олимпиаде 2024 года нам в аллегорической форме зашифровали, и не французы, кстати, и рассказали зазеркальную правду о тайной вечере. И если вам интересна эта леденящая душу история, то приглашаю вас посмотреть и ужаснуться одной из самых важных тем и атрибутов христианства, которую я раскрыла в своем новом журналистском расследовании в ролике «Страшная тайна тайной вечери», который выйдет в сентябре на платформе Boosty. Но вернемся к Украине. Освобождение еврейского народа ознаменовалось в 2018 году в еврейском календаре нового праздника – Дня Спасения и Освобождения, который соответствует 9 мая 1945 году, Дню Победы в Великой Отечественной войне, и отмечается не по Григорианскому календарю, как я вам уже однажды рассказывала, а по иудейскому календарю 26 ияра. Согласно официальному сайту, посвященному 26 ияра, это еврейский день Победы. Израильский кнессет в 2018 году утвердил закон о Дне освобождения и спасения от нацистской Германии. В 2018 году и началась история наказания Украины. За что были наказаны украинские хохлы и как Украина получила свою черную метку, об этом когда-то рассказал Игорь Беркут. Вы на это, конечно же, не обратили внимания, но на это обратила внимание я. И думаю, самое время вам об этом напомнить. Я с большим чувством гордости готов рассказать вашим зрителям о тех достижениях, которые сделаны нами, Советом благоволителей и всей украинской нации на пути к небесному Иерусалиму. Для этого мы приготовили для вас интересный и показательный материал, но перед этим, как мы с нашей новой референткой Розой начнем рассказывать и вводить нашего зрителя в те события, которые мы предвосхищаем и анонсируем в следующие 12 лет, позвольте мне напомнить вашим зрителям о том, что произошло за последние 40 дней, чтобы больше погрузить их в тему. Вы все знаете, что во многих религиях 40 дней являются символическим числом. Самое важное событие, которое произошло за последние 40 дней для всего цивилизованного мира, это праздник Шавуот, который праздновался с 19 по 21 мая. Как все наши зрители уже знают, что это был праздник дарования евреям Торы на горе Синай. Мы очень многого ждали от этого праздника, и наши ожидания в целом оправдались. Давайте отойдем на несколько недель назад от этого праздника и отследим с вами коротко, очень быстро, все важнейшие события. Значит, прежде всего, в четверг, 26 апреля, в долине реки Иордан рухнули 2 дерева в Израиле. Оба этих дерева были посажены в 1948 году и олицетворяли собой евреев, которые пустили корни на земле Израиля. То, что эти оба дерева, символизирующие обретение евреями своей земли, рухнули в один день, может символизировать о том, что евреи как нация, как народ, должны подумать о том, чтобы взять свои корни и перенести их на новую землю. И, конечно же, мы говорим о небесном Иерусалиме. 26 апреля 57 американских влиятельных конгрессменов подписали письмо и обратились к Государственному департаменту США с обвинением Украины в возрождении антисемитизма.
более 4 лет все подобные выходки прощались. А теперь уже американский Конгресс и американский Госдепартамент обратил на это внимание. И это очень большой знак. Как многие говорят, это черная метка всему украинскому национализму. В конце апреля шеф полицейского союза Германии Райнер Вент заявил, цитата, «Если дети воспитываются в семьях так, что становятся антисемитами, то нам следует подумать о том, чтобы забрать этих детей из семей». Конец цитаты. Это заявление поддержал глава Совета евреев Шустер, который в том числе говорит о том, что если в школах или в детских садах или в учебных заведениях проявляются какие-то антисемитские выходки, то ученики, родители и педагоги должны заявлять об этом в полицию. Вот события, о которых мы говорим, они были спрессованы в 1 неделю, но мы продолжаем дальше. Леонид Парфенов выпускает в открытый доступ фильм «Русские евреи». Я уже говорил о том, что фильм «Русские евреи» – это фильм на 2/3 посвященный украинским евреям. И правильно бы он назывался «Украинские евреи», но Парфенов решил его назвать по-другому. 9 мая президент США Трамп подписал закон номер 447, так называемый Биль 447, который обязывает Польшу выплатить сумму эквивалентную 300 миллиардов долларов жертвам Холокоста, а также евреям, еврейским организациям, их наследникам и их правопреемникам за имущество, утерянное в Польше, за геноцид поляками евреев и за гибель евреев в Польше. Ни для кого не секрет, что до 1938 года евреи в Польше это был 2-й по численности и 1-й по благосостоянию народ. А поляки сделали так, я скажу такое слово, что сегодня в Польше практически не осталось ни евреев, ни их имущества. И многие думали, что полякам так сойдет это с рук. Польша дружила с США, дружила с Евросоюзом, Польша получала от них деньги, но когда польский антисемитизм приступил ту опасную черту, Конгресс США и президент Трамп поставили Польшу на месте. Многие говорят, Польша не будет платить, у нее нет этих денег, не будет платить. Во-первых, Польша будет платить 5, 10, 15, 20 лет, пока не выплатить. Будет отдавать это деньгами, недвижимостью, активами, портами, пока полностью не рассчитается. Поэтому всем нашим националистическим партиям, всем нашим антисемитам, всяким организациям антисемитским, я бы предложил обратить внимание на этот пункт. Как бы ни вышло так, что Биль номер 448, так скажем, не касался бы реституции и долга евреям, которые должны выплатить западные украинцы, когда забирали у них имущество во Львове, их квартиры, недвижимость, активы, золото, драгоценности и даже их жизни. Но 13 мая, всего лишь через 3 дня после подписания Трампом закона 447, случается еще более важное для построения небесного Иерусалима на территории Украины событие. А это именно выход в газете «Украинская правда», которая, газета «Украинская правда», является аналогом газеты «Вашингтон-Пост» в США и аналогом газеты «Правда» в СССР. То есть это главная политическая газета страны. Так вот, в газете «Украинская правда» выходит программная статья по построению небесного Иерусалима на Украине, которая называется «Израиль 2.0». Я хотел бы показать нашим зрителям обложку. Вот обложка этой статьи. Любой может ее найти на «Украинской правде», где сказано о том, что мы в течение следующих лет, ближайших лет, или построим на территории Украины новое государство Израиль, Израиль 2.0 здесь называется, либо Украина исчезнет как государство. Я полностью согласен с автором Михаилом Дубинянским, но ввиду того, что я над этой проблемой работаю гораздо больше, с гораздо большим объемом материалов, с гораздо большим количеством людей,
влиятельных политиков, то хочу сказать, что Михаил Дубинянский, вот автор этой статьи, он ушел от вопроса. Он предлагает построить Израиль на месте всей страны, что я считаю политически безграмотно, и это большая политическая ошибка. Потому что новый Израиль 2.0 должен построен быть на месте, как небесный Иерусалим, вместо 5 южных областей, на месте 5 южных областей Украины. Но то, что главная украинская политическая газета печатает программную статью, с которой согласна редколлегия, это говорит о том, что наши 1,5 года нашей работы по продвижению проекта «Небесный Иерусалим» не прошли даром. То есть, это все, что я говорю, это о событиях всего 40 дней. Вот за эти 40 дней, в том числе, благодаря благословенному празднику Шавуот, произошли эти сдвиги, которые определяют безусловность и неизбежность в построении небесного Иерусалима на земле украинцев. На следующий день после выхода этой статьи, 14 мая, в Киеве на Майдане проходит митинг солидарности с государством Израиль, а также празднование Дня независимости Израиля. В этот же день, 14 мая, Трамп открывает посольство США в столице Израиля, Иерусалиме. Этот день и евреи, и украинцы ждали долгих 20 лет. С 1996-1997 года, когда Конгрессом США, Сенатом США был одобрен закон о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. И вот это событие в эти же дни случается. На следующий день, 15 мая, президент России Путин открывает Крымский мост. Вы знаете, когда готовились эти два события, между МИДом России и Госдепом США шли согласования, то было принято единодушное решение, чтобы эти два события не накладывались друг на друга. Чтобы в информационном пространстве был там день-два для одного события, подготовка открытия, и пару дней для другого события, чтобы они не перекрыли волны информационные. И договорились о том, что сначала 14-го Трамп открывает посольство, весь мир об этом шумит, на следующий день Путин открывает мост, и весь мир об этом шумит. Почему нам так важно это событие открытия моста? Потому что этот мост является одним из залогов благополучия, благоденствия и развития в веках небесного Иерусалима. Через 2 дня после этого, 18 мая, Всеукраинский еврейский конгресс, Еврейская конфедерация Украины, Украинский еврейский комитет, Конгресс иудейских общин Украины, Еврейский фонд Украины, Антидефамационная лига Фельдмана начали создавать список антисемитов, о чем сообщил нам Эдуард Долинский и Альберт Фельдман. Эти действия будут координироваться с властями Израиля для принятия мер в отношении этих лиц. Мы очень рады тому, что все еврейские организации 18 мая смогли объединиться и прийти к общему соглашению о том, что список антисемитов пора создавать, пора публиковать и пора, скажем так, согласовывать с правительством Израиля, какие меры, и правительством США, какие меры в отношении этих лиц нужно принимать. То ли блокировку финансовых средств, то ли запрет выезда за границу, то ли заморозку активов, то ли преследование их со стороны Интерпола. Это все еще предстоит сделать. Спустя 2 дня уволен с позором из МИДа Украины антисемит-марушинец, представляющий Украину в Германии. Остальные антисемиты уже стоят на очереди. Закончу этот материал, чтобы, может быть, не все знают, видите, не все ваши зрители так глубоко погружены. Смотрите, в Украине, и на Украине сложился некоторый, еще раз, эта статья, это самая лучшая статья, которая опубликована в «Украинской правде» за все последние 20 лет. Я оставлю ее.
в Украине и на Украине сложился некоторый общественный договор-компромисс. Было сказано, вот этих трогать можно, а этих трогать нельзя. То есть общество приняло этот договор и следовало ему много лет. То есть было сказано, что, например, русских можно щемить, извините меня за мой идиш, у русских можно забирать имущество, русских можно бить, русских можно унижать, русских можно насиловать. Нигде нет официального запрета на убийство русских. Поэтому, если нужно, русских можно убивать, и за это почти нет никогда никакого наказания. Можно чуть-чуть щемить цыган. То есть было сказано, и все это знали, каждый в голове подкорке было, что вот есть русские и цыгане, с ними можно делать все, что угодно. А есть украинцы и евреи, которых трогать нельзя, небезопасно. Раньше еще к ним принадлежали грузины, но теперь грузины вышли из этого списка. Так вот, когда все спокойно смотрели на то, как во всех смыслах репрессируют русских на Украине, не было ни возмущения, ни удивления, потому что это было принято народом. Но потом некоторые националистические организации, как говорят, потеряли берега, и чуть-чуть не поняли, где они находятся и против кого они поднимают Бучу, да, или вообще поднимают вопрос, и чуть-чуть вышли из берегов, и там, где закончились русские, они попытались переключиться на евреев. Вот как последнее событие. Ответом на это стало все, что произошло за последние 40 дней. И если вы посмотрите украинское телевидение, украинские ток-шоу, лидеры украинских националистических организаций всячески пытаются доказать, что они не антисемиты и что они лучшие друзья евреев. Доверять этому или нет, это дело каждого, но другого выхода для украинских националистических организаций, кроме как стать союзниками или друзьями евреев, нет. Иначе их ждет забвение и, может быть, даже, скажем так, грустный конец. Вот так назовем это. Вот такие события, на которые хотелось обратить внимание, которые спрессованы в 40 дней, и которые предопределили собой неизбежность построения небесного Иерусалима на территории 5 южных областей Украины. Очень важно для всех ваших зрителей знать то, что небесный Иерусалим будет создан на Украине, по законам Украины, и будет полностью легитимной, законной, территориальной автономией, которая во всем будет соответствовать украинским законам. Это я говорю для того, чтобы некоторые люди, используя, может быть, вырванные из контекста цитаты, не говорили, что небесный Иерусалим хочет отсоединиться от Украины или как-то отделиться, или что это какой-то там сепаратизм. Нет, только по и в соответствии с украинскими законами 2029 года. Небесный Иерусалим начнет свое существование в 2029 году. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שמעו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
עלינו כזכות אבות יגן 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 עלינו כזכות אבות זכות אבות יגן עלינו כזכות אבות יגן 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 עלינו אהי נצח ישראל